С вами новости. Особый взгляд. Новости, достойные вашего внимания. Новости, достойные наших комментариев. Мы не любим говорить о грустном. Мы не любим, когда гибнут люди. Но сегодня у нас печальная тема. Поздно вечером в понедельник, 17 сентября, над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии был сбит российский военно-транспортный самолет, на котором находилось 15 военнослужащих. Все они погибли. Позже выяснилось, что самолет был самолетом-разведчиком и собирал данные по базам беспилотников-боевиков. Когда гибнут люди, это всегда горе. Это всегда трагедия. Программа «Особый взгляд» предлагает вам взглянуть на произошедшее с другой стороны. Министр обороны России Сергей Шойгу огульно возложил ответственность за произошедшее на Израиль. Насколько правомерно подобное утверждение, если известно, что сбит самолет был принадлежащим Сирии комплексом С-200, который, кстати, был поставлен в Сирию Россией? Пусть абсурдность такого высказывания останется на совести Шойгу. Мы же предлагаем поговорить о другом. Почему именно эти люди оказались именно в этом месте и именно в это время? Какие цели преследует Израиль, проводя военные операции в отношении Сирии? Израиль защищает свою границу. Израиль защищает свою территорию и своих граждан. Может кто-нибудь обнаружить на карте общую границу России и Сирии? Если получится, убедительно просим поделиться с нами географическими знаниями. Так что же делает Россия в Сирии? Защищает братский сирийский народ от оппозиционно настроенных сирийцев же? Это больше похоже на вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Официальная версия о том, что Россия защищает в Сирии свой собственный национальный интерес, не вполне убедительна, если не сказать абсурдна. Какой у России в Сирии национальный интерес? Какая конкретная польза гражданам России от российского присутствия в Сирии? Есть такая польза гражданам, но только не всем. Российские компании уже приступили к восстановлению сирийской нефтегазовой отрасли, сказал министр экономики Сирии Мохаммад Самир Халиль на Петербургском международном экономическом форуме. К работе на сирийском направлении проявляют интерес ведущие российские компании. Стройтранснефтегаз, Зарубежнефть, Зарубежгеология, Технопромэкспорт, который входит в состав корпорации Ростех, и другие. По данным интернет-портала Forbes, Стройтранснефтегаз принадлежит, кому бы вы думали, именно ему. Цитируем. По словам миллиардера Геннадия Тимченко, ему и его семье принадлежит минимум половина Стройтранснефтегаза, одного из крупнейших подрядчиков Газпрома. Ну вот, уже кое-что понятно. Далее. Что же такое Зарубежнефть? Это подразделение Транснефти, возглавляемый 65-летним генерал-майором госбезопасности Николаем Токаревым. Он служил вместе с Владимиром Путиным в резидентуре в Дрездене, а в последние 9 лет возглавляет принадлежащую государству Транснефть, самую крупную трубопроводную компанию мира. Ну и компания Европолис, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, также заключила нефтяной контракт с Сирией на участие в освобождении, охране и разработке нефтяных месторождений. Кстати, с 2016 года. В общем, все в семью. Только вот вчера еще 15 человек. И ответственность, очевидно, не на Израиле, который защищает свое и своих, а на тех, кто в погоне за очередной сотней миллионов долларов готов засовывать в мясорубку живых людей. Умойтесь, граждане, вы все в крови. Да, еще. Уважаемый министр обороны России Сергей Шойгу,
перед Израилем. Извинитесь. С вами были короткие новости, особый взгляд. Подписывайтесь, смотрите, рекомендуйте. До встречи.